Знаете, вот если раньше вы могли по каким-то признакам догадаться, где я, то сейчас у меня, честно говоря, нет идей, что вам показать, чтобы вы догадались. Калимера. Ну вот, то есть обычно какой-то супермаркет, вывески какие-то, гора вон с Акрополем. В общем, у меня нет идей, я боюсь, что вы не догадаетесь. Калимера, Филюс, это я, Алина, я в Греции. В стране, в которую я не собиралась ехать как минимум ближайшие 2 года. Самые внимательные, наверное, помнят, почему. Потому что в начале этого года я начала учить греческий язык, и мне не хотелось ехать в Грецию до тех пор, пока я его хотя бы немножко не освою. Немножко я его, конечно, освоила, но не настолько, чтобы общаться с местными и чувствовать себя более-менее свободно. Но неожиданно мои планы поменялись, и я решила, что не хочу так долго ждать, потому что неизвестно, сколько времени мне понадобится на изучение языка. Да и причина, честно говоря, странная для того, чтобы не ехать в страну, в которую ты давно хотел поехать. И тем более это было по пути домой. Я возвращалась из Италии и решила сделать остановку в Афинах. К тому же мне попались дешевые билеты, и грех было не воспользоваться такой возможностью, согласитесь. В первый день я, как обычно, много гуляла, без каких-либо планов, а просто, если видела интересную точку на карте, шла туда. Но первый день был не совсем простым физически, потому что я до этого всю ночь не спала, я эту ночь провела в аэропорту, поэтому я была максимально разбитая, но я не хотела полдня проспать и потерять целый день, потому что в общей сложности в Афинах я пробыла всего 5 дней. И мне, конечно, не хотелось терять целый день на то, чтобы выспаться. Я подумала, что высплюсь ночью. И это было оправдано. Я рано заснула и очень сладко спала. Я всякое видела, но такое в парках я еще не видела. Она такая огромная, так закричала, когда ее увидела. С ума сойти. Ух ты. Мне туда надо. Она меня. Всю облил. Нафиг. Я жду фонтанчик. Радуга. Ой, что же я наделала? У меня же платье белое. И оно теперь все мокрое. Черт. Господи, ну как хорошо. Знаете, кстати, чего мне больше всего не хватает здесь, после Италии?
Это фонтанчики с питьевой водой. Вот я, например, вижу фонтанчик. Это попадается не так часто. Но я не знаю, можно пить из него воду или это для того, чтобы руки, например, помыть. По идее, можно. Но так как я не знаю, я не буду экспериментировать. И смысл даже не в том, что у тебя в доступе всегда есть питьевая вода, ее даже можно не покупать. А в том, что в такую жару она же очень быстро нагревается. И там я очень часто меняла бутылки, просто потому что фонтанчики есть на каждом углу, только бутылка нагрелась, я вылила эту воду, набрала новой. А здесь я не могу так делать. И покупать каждые полчаса новую бутылку с водой тоже не хотелось бы. Поэтому приходится пить теплую воду, когда на улице плюс 33. Жара меня не покидает. О, еще фонтанчик. А это кусочек Римской империи в Афинах. Вертикальный лес в Милане. Уменьшенная копия. Иду, значит, читаю всякие вывески на греческом. И я поняла, что я не знаю, что вот это вот за буква. Скорее всего, это прописная буква, поэтому я не понимаю, что это. В, Х, Н. И мне стало интересно, знаете ли вы русские прописные буквы? То есть, если вы увидите что-то, написанное на русском, не печатными буквами, а прописными, поймете ли вы, что там написано? А это у нас статуя богини Афины. Той самой, в честь которой, я так подозреваю, назван этот город. Так, надо мне все-таки выяснить, можно ли пить здесь воду из фонтанчиков. Потому что мне снова встретились сейчас два фонтанчика. Но я решила не рисковать и просто там умылась. А мне бы очень хотелось попить. Посмотрите, как здесь красиво. И там вот есть такие, знаете, подводный фонтан. Не знаю, как это правильно обозвать. Вот он начинает работать, и там очень много детей, которые бегают в купальниках. Так вот, я хочу к тем детям очень сильно. Тоже хочу надеть купальник и вот так вот бегать там по этим фонтанам. Мне кажется, что в эту погоду только этим и надо заниматься. Ну, либо ехать на море. Вообще, по прогнозу, обещали дождь, поэтому я решила не рисковать и на море не ехать. Ну и сегодня прохладнее, чем обычно. Сегодня 29 градусов. Но на солнце все равно, конечно, жарко. Вот, поэтому на море я надеюсь, что я поеду завтра, потому что мне хочется искупаться хотя бы разочек где-нибудь здесь поблизости. Так что я надеюсь, что с погодой будет все хорошо. И я еще смогу туда съездить, потому что завтра мой последний день здесь. Сегодня уже 4-й день, как я здесь в Афинах. И завтра будет последний, 5-й. Если я вижу красивую лестницу, я что делаю? Правильно, поднимаюсь по ней. Что здесь, я понятия не имею. Сейчас увидим. Возможно, здесь живут люди или вот закрыта калитка. Здесь просто есть очень прикольное место, в котором я была уже. Я заходила с другой стороны, и вот у меня есть ощущение, что я прямо туда и поднимаюсь. Я забыла, как называется этот район. Посмотрите, какие узкие улочки.
Попробую еще пролезть здесь. Так, здесь все в сетке, в сетке. Я очень боюсь, что вот это вот, вон, это очень сильный дождь, который уже вот-вот прям приблизился к нам. И сейчас нас всех здесь замочат, намочат. Ой, а это что? Пчелки. Нет, это не пчелки, это шмели. Идем дальше. Невероятно узкие улочки. Здесь, насколько я поняла, еще живут люди, может быть, не везде, потому что здесь висят таблички. Пожалуйста, соблюдайте тишину, порядок. Здесь живут и работают люди, и мы хотим сохранить атмосферу спокойствия здесь. Вот, поэтому, скорее всего, здесь кто-то живет. Я вот немножко не туда поднялась. Я поднялась просто прям к забору это граница с Акрополем. Вот, а там есть места покрасивее. Надеюсь, я сейчас их найду. Делаем ставки, обойдет нас это или не обойдет. Становится немножко страшно, потому что здесь совсем нет никакого укрытия. Зато вот вид на город. Ну, вернее, на часть города. Вот мне, если честно, не очень нравится лазить по таким узким, переулкам, в которых еще никого, кроме меня, нету. Ой, мамочки, куда я залезла? Боже мой. Выбралась. Здесь такие белые домики. И это место сравнивают с островом Санторини. Потому что внешне кажется похоже. Насколько узкие улочки. Они, конечно, не все такие, не везде. Но вот я здесь еле-еле прохожу, не касаясь стен. С ума сойти. Здесь уже пошире. Так, туда мы не пойдем. Ну, сюда можем. Сюда можем. А вообще я ищу местечко, чтобы сделать фотографию. Потому что я здесь уже была. И мне здесь очень понравилось. Но у меня с собой не было штатива. И я не могла сделать симпатичную фотографию. Вот я сейчас попытаюсь это исправить. Фотографии я, в общем, сделала. У меня 2 раза упал телефон. Я в первый раз очень испугалась, потому что он упал... О, посмотрите, как узко. Я здесь не пролажу. Вот так только, если бочком. Я в первый раз очень испугалась, потому что он упал прямо экраном на асфальт. А вот, ну, все в порядке. Не переживайте. Все хорошо. А во второй раз он упал в кусты. Боюсь, что если бы он упал снова на землю, мне, возможно, бы уже так не повезло. Но здесь прям шикарно, шикарно. Я надеюсь, вам видно все, что сзади меня. А, подождите, я же отсюда пришла. Да, я же отсюда пришла. И забыла. Я тогда туда не хочу идти, я хочу вот сюда. Выйти вниз, потому что здесь я уже погуляла. Здесь меня уже ничего не интересует. Как мне нравится сочетание белого и синего. И когда здесь есть еще что-то розовое, это просто шик и блеск. Очень красиво. Я увидела еще вот такую вот узенькую улочку и решила по ней пройтись. Так. Не так-то это просто, знаете ли. Ай, с ума сойти, как узко. Ну и, в общем-то, я вышла на эту же дорожку, по которой шла
до этого. Ну, по ней пойдем. Да, здесь очень красиво. Жаль, что мне так и не удалось попасть на Санторини. Но вот, как бы, такая затравочка, мини-копия. Я просто изначально хотела поехать еще на пару дней из Афин на Санторини. Но были очень неудобные билеты, а те, которые удобные, были очень дорогие, поэтому я решила оставить эту затею на следующий раз. Ну там, наверное, шикарно. Море голубое, белые дома. Ну, прям как здесь. Только здесь до моря надо доехать. Надеюсь, у меня это получится. Очень любопытно, кто здесь. Кот. Я так и думала. Там застрял кот. И на этом у меня сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо, что смотрели. Это еще не конец моей поездки в Афины. Поэтому увидимся в следующем видео. Пока-пока!